Привет, друзья! Меня зовут Артемий Троицкий, как вы, скорее всего, уже и предположили. И это «Живой уголок». Это консервированный живой уголок. Уже рассказывал я про некоторых живых и вечно живых героев рок-н-ролла. И сегодня эту серию мы продолжим. Сегодня у нас героиня, редкий случай, девушка в нашей галерее. Зовут ее, в общем-то, нетрудно догадаться как, особенно если учесть, что Алла Пугачева у нас уже была. Зовут ее Жанна Хасановна Агузарова. Агузарова родилась в 1962 году в Тюменской области. Родители ее, ни маму русскую, ни папу осетина, я не знал, никогда не видел. А саму Жанну впервые увидел прямо на сцене. Дело было в декабре 1983 года. Это можно сказать, что Жанне был 21 год. И это было первое выступление группы «Браво» под музыкальным управлением Евгения Хафтана, прекрасного гитариста и композитора. Ну, а в последние годы еще и вокалиста хорошего. И Жанна Агузарова была солисткой этой группы. Выступление было абсолютно сенсационным, то есть хедлайнерами там, в принципе, считалась группа «Центр», по-моему. То есть «Центр» там точно был. «Центр» к тому времени уже была такая известная группа, московские лидеры новой волны. Вдруг явилась эта самая Агузарова и группа «Браво», и надо сказать, что, в общем-то, всех затмила Жанна Агузарова. Был я на этом концерте. На меня «Браво» тоже произвели самое благоприятное впечатление. Ну, почему? Потому что, в общем-то, вы знаете, что такое русский рок или даже русский рок-н-ролл. Он всегда довольно мрачен, под него вряд ли потанцуешь, никакого там такого искрения, оптимизма в русском роке отродясь не было. То есть были некоторые другие достоинства, но уж точно там не было того, что называется фан. Ну, а Жанна Агузарова и группа «Браво» — это был фан в чистом виде. То есть это был рок-н-ролл, твист с саксофонами, со всеми делами, со свингом, со смешными текстиками, как своими, так и заимствованными. Я решил, что вот это вот как раз та самая группа, которую можно продвигать. То есть для меня это было, ну, то, что называется the best of two worlds. С одной стороны, модная музыка, то есть такой вот new wave, ска, рок-н-ролл, естественно, тоже. Музыка актуальная, музыка, которая вполне в себе сгодилась бы где-то и за границей. Ну, скажем, в то время, к тому же, был во всем мире подъем рокобили, да? Помните группу Stray Cats? Вот Stray Cats — это как раз 81-82 год, ну а тут всего-навсего 83-й. Обменялись мы с Женей Хафтаном телефонами, и я тут же взялся за группу «Браво». Я им устроил съемки на телевидении, что было, конечно, очень непросто по тем временам, правда, не на центральном телевидении, а на ленинградском телевидении. Но, тем не менее, снимали в дискотеке под названием «Невские зори» или как-то так. Ездили мы туда, в город Ленинград. И тут надо отметить важную вещь. Имени Жанна Агузарова вообще не звучало никак. Не было такого имени, а звали эту замечательную солистку группы «Браво» Иванна Андерс. Иванна Андерс, причем я могу засвидетельствовать. Значит, я лично селил Иванну Андерс в гостиницу «Астория» в городе Ленинграде. Когда мы туда приехали на телесъемки, когда мы туда заселялись, я у Иванны попросил ее паспорт, она мне его дала, я посмотрел на паспорт, там действительно было написано «Иванна Андерс», абсолютно точно и стопроцентно. Казалось, на самом деле, что это был паспорт какого-то хипового дружка Жанны, который просто-напросто ей этот паспорт подарил, поскольку, ну, какой-то совсем был, по-видимому, отъехавший парень по имени Иван Андерс.
Ну, она там просто-напросто взяла и приписала Иванна, а фамилию оставила даже и без изменения, поскольку она, в общем-то, как бы что мужская, что женская, один фиг. И исходя вот из своих больших симпатий к этой группе, я стал тут же устраивать им всякие подпольные концерты, выступления, прочее, прочее. Потому что я был уверен, что с одной стороны эта группа подпольная, New Wave и так далее, а с другой стороны она совершенно лишена вот всего того глума, мрака, фиги в кармане и т.д. и т.п., что было характерно, естественно, для классического русского подпольного рока. То есть ее можно было вытаскивать на телевидение, на радио и так далее. И эта возможность, эта перспектива, в общем-то, меня очень прельщала. Закончилось все, на самом деле, довольно плохо. А именно, что в марте 1984 года, то есть спустя буквально 2-2,5 месяца после дебюта «Браво» на велотреке в Крылатском, группу повязали. Значит, история сама по себе довольно легендарная и загадочная. Дело в том, что играли они на своей репетиционной базе на севере Москвы, в районе... Ой, я все время путаю два московских района. Один на севере, второй на юго-западе. Отрадное и Очаково. В общем, то ли Отрадное, то ли Очаково. Там у них была репетиционная база в каком-то доме культуры. И они там играли концерт. У них было, причем даже 2 концерта. За один день я должен был эти концерты вести. Но утром прямо этого дня, забыл уже какого точно марта, я проснулся с невероятной болью в горле. У меня была ангина. То есть горло болит, температура 38. Я позвонил Женьке Хафтану, говорю: Жень, извини, пожалуйста, но я слег. Я слег, причем серьезно, и концерт сегодня никак провести не смогу. Ну, Женя сказал: ничего страшного, все в порядке, сами справимся. И вот на втором из этих концертов как раз нагрянула милиция, нагрянули, по-видимому, и КГБшники тоже, повязали группу. Как выяснилось, намного позже, спустя несколько лет, я узнал, что на самом деле охота была на меня. То есть группа «Браво» и Жанна Агузарова, они пали, так сказать, в качестве такого побочного эффекта охоты на меня. Должны были взять меня, предъявить мне организацию нелегального коммерческого мероприятия, продажу билетов и так далее, хотя я этим вообще никогда не занимался, никогда билеты не продавал, деньги не зарабатывал. Тем не менее, там решили, что как раз на этом можно будет меня прищучить, а меня там аккурат и не было. Но группе все равно пришлось туго. У них конфисковали аппаратуру и стали тягать на Петровку 38. Штаб-квартира московской милиции в то время была. Ну, по-моему, и сейчас тоже. В числе прочих, на допросы туда пригласили, естественно, и солистку коллектива. И она туда пошла. И при этом принесла с собой паспорт на имя Иванна Андерс. И паспорт, и студенческий билет медицинского института. Да, легенда была у Жанны такая, что она студентка медицинского института, там даже песня такая была у «Браво», «Медицинский институт». А родители у нее дипломаты и работают в представительстве Советского Союза в Организации Объединенных Наций в городе Нью-Йорке. Причем надо сказать, что легенду эту она выдерживала совершенно безупречно. То есть и про Америку она кое-что знала за городом Нью-Йорком, и про медицинский институт. То есть при мне она разговаривала с моим другом Валерой Лелекой, который был выпускником медицинского института, и он там ее спрашивал там про всякие там эти бытовые подробности учебы в медицинском институте в московском, я уже не помню, каком, первом, втором или третьем. И она, в общем-то, ему отвечала очень даже гладко и полностью убедила его в том, что она на самом деле там учится. В общем, виртуозная была девушка в этом смысле, да и не только в этом. Вот, короче говоря, в общем-то, не туда она пришла, конечно, не по тому адресу с поддельными документами, это было тут же установлено.
и Жанну повязали. Потом в мае был суд над ней, вот, ну, помочь, естественно, в этом деле мы не могли. Ее направили, значит, на обследование в психбольницу, но там ее признали вменяемой. Вот, но сажать ее не стали, а просто выслали по месту жительства в Тюменскую область. И она из Москвы, значит, на 1,5 года исчезла. Потом она в Москву вернулась, и это уже был 85-й год, уже начало перестройки. Тут же они стали, значит, снова играть, репетировать. Тем временем записи группы «Браво», сделанные Витей Алисовым, по-моему, они разошлись по всей советской стороне, имели бешеный успех. В общем-то, группа стала мгновенно очень популярной. Я по-прежнему им старался помочь, то есть я их познакомил с Пугачевой, вытащил на музыкальный ринг и так далее. Там, значит, Алла Борисовна сделала «Браво» очень-очень мощную рекламу. Да, а до этого, кстати, я еще в 1984 году, когда Жанна еще сидела в изгнании, я Пугачевой продемонстрировал записи группы «Браво». Она пришла в полный восторг, сказала: «Это я в молодости». Ну, в общем, короче говоря, Жанна приобрела очень хорошего покровителя /куратора. В общем, все там было отлично, все было очень хорошо. Наверное, последнее такое большое и полезное, что я сделал для группы «Браво» и Жанны, это я их втащил в этот огромный благотворительный концерт «Счет 904» в конце мая 1986 года, чернобыльский этот самый бенефит. Там, кстати, была еще скандальная история, что приперлись прямо перед концертом чиновники из Министерства культуры и сказали, что у вас тут в программе стоит группа «Браво», это группа непрофессиональная, это группа типа вообще неофициальная, подпольная там и так далее. Мы запрещаем ей выступать тут. Я им сказал: пошли, значит, маршрутом русского военного корабля. Если у вас есть какие-то претензии, обращайтесь там к Александру Яковлеву, к Михаилу Горбачеву. Они назначили нас с Аллой Борисовной полномочными распорядителями этого мероприятия, поэтому вот кто нам нужен, тот и выступит. Вот. И было, конечно, очень приятно наблюдать, как эта делегация Минкульта, их было 3 человека, как они, значит, после этого, поджав хвосты, буквально ретировались. Было очень приятно. Вообще было веселое времечко.